Всем привет! Самые первые ролики на канале были посвящены восстановлению проходимости дыхательных путей. Рассказано было много, однако про интубацию трахеи можно говорить годами. Сегодня я расскажу про пару моментов, о которых рядовой сотрудник скорой помощи вообще не задумывается, а значит и не выполняет, хотя в дальнейшем это может значительно повлиять на здоровье пациента. Заинтриговал? Тогда поехали! Золотым стандартом обеспечения защиты и проходимости дыхательных путей является интубация трахеи. Почему? Все просто. Эндотрахеальная трубка проводит газовую смесь мимо структур глотки и гортани прямо в трахею, а раздуваемая манжета надежно все это герметизирует. Этому нас во всяком случае учили. Так ли это на самом деле? Расскажу позже. А пока поговорим про саму манжету. На заре анестезиологии эндотрахеальные трубки были просто металлическими одноходовыми изогнутыми трубками и устанавливались вслепую. Как это ни странно, если у трубки нет манжеты, то появляется сильная утечка дыхательной смеси, а в легкие может попадать кровь и регургитировавшее желудочное содержимое. Достаточно быстро врачи догадались использовать различные материалы в качестве манжет и экспериментальным путем выяснили, что резиновая раздуваемая манжета очень даже хороша. Потом подумали, а почему бы и саму трубку из резины не сделать? И сделали. Трубки стали очень похожи на катетеры Фоллея, такие же желтые, резиновые и с баллончиком-шариком на конце. Только диаметр больше и сами трубки немного жестче. Потом компания Portex выпустила пластиковые трубки без манжеты. Потом стали делать и с манжетой. Потом манжеты начали расти в объеме и приобрели знакомый нам вид. Кстати, кому интересно почитать историю развития эндотрахеальных трубок и другие статьи по теме этого ролика, может перейти на сайт Boosty и стать спонсором нашего канала. Специально для наших спонсоров мы выкладываем статьи, учебники, аудиоверсии роликов и всякие другие плюшки. Ссылка на Boosty есть внизу под каждым роликом. Итак, манжеты наших трубок стали большими. Но если посмотреть на размер манжеты и диаметр трахеи среднего взрослого, то видно явное превосходство манжеты. Задумывались, почему так? Сейчас расскажу. Современная манжета обычно описывается как баллон большого объема и низкого давления. Сделано это по нескольким причинам. Первое – площадь контакта. Чем больше площадь контакта поверхности манжеты и слизистой трахеи, тем меньше нужно давление на стенки для поддержания герметичности. Второй аспект связан с первым. Эти манжеты можно раздувать низким давлением, а значит и давление на слизистую будет небольшим. И третий аспект – не полностью раздутая манжета большого объема дает некую свободу трубки в продольном направлении без скольжения стенки манжеты по слизистой. То есть трубка может немного смещаться при движениях пациента, а манжета не будет царапать и повреждать слизистую. Зачем такая забота о слизистой трахее, спросите вы? А я отвечу одним словом – ишемия. Представьте, что вы будете длительное время давить на слизистую в каком-то одном месте. Это закономерно приведет к локальному нарушению кровотока в этом участке. Если давить достаточно долго, то слизистая будет повреждаться вплоть до глубокого некроза. Особенно это выражено у пациентов с низким артериальным давлением. Когда-нибудь потом, вероятно, трубку из пациента достанут, лор полечит трахею, на месте некроза образуется циркулярный рубец, который будет вызывать сужение просвета трахеи вплоть до полной ее непроходимости. В тяжелых случаях пациент на всю жизнь останется с трахеостомической канюлей. В анестезиологии дела обстоят еще хуже. Например, закись азота может проникать через пластиковую стенку манжеты, увеличивая давление в ней. В среднем за 12 минут давление повышается настолько, что может вызвать ишемию слизистой. Повреждения трахеи, связанные с интубацией, встречаются примерно один раз на каждые 820 тысяч интубаций. А ишемические осложнения без повреждения встречаются примерно у 10% интубированных больных. А можно ли избежать повреждения слизистой? Конечно, можно. Первое и главное – не накачивайте манжеты эндотрахеальных трубок до состояния шарика. Контрольный баллон должен быть мягким на ощупь. Как же добиться минимально достаточного давления в манжете, чтобы утечки не было и на слизистую не давило? Есть три способа. Первый – самый надежный, но самый дорогой, так как требует дополнительного оборудования. Некоторые компании выпускают специальные накачиватели для манжет.
Обычно эти штуки выглядят как груша от тонометра с приделанной к ней шкалой и стрелкой с коннектором. Подключаете к контрольному баллону через коннектор и накачиваете до нужного давления. Считается, что давление в манжете должно быть на 5 см вводного столба выше, чем пиковое давление вдоха в настройках аппарата ИВЛ. То есть давление на вдохе 15, манжету накачиваем до 20. Давление 30, качаем до 35. Заслуживает внимания тот факт, что раздувание манжеты с минимальным давлением, то есть не более 30 см вводного столба, приводит к уменьшению кровотока в слизистой оболочке трахеи на 75%. Большее раздувание приводит к полному перекрыванию кровотока, ишемии, некрозу и перфорации трахеи, так как капиллярное давление в слизистой около 30 мм ртутного столба или около 40 см вводного. В большинстве случаев давление в 20 см вводного столба в манжете будет более чем достаточно при нормовентиляции. Проблема в том, что эти устройства для раздувания манжет стоят каких-то невменяемых денег, что-то около $200–300. Были попытки сделать самопальные аналоги из груш тонометров, но, насколько мне известно, ничего адекватного не получилось. То есть сделали, но точность накачки не лучше, чем при раздувании манжеты шприцом. Второй метод менее точный, но тоже работает. После успешной интубации раздуваете манжету и подключаете аппарат ИВЛ. Если аппарат может измерять утечку, ориентируйтесь на нее. Только учтите, что этот параметр аппараты показывают с небольшой задержкой. Кроме того, утечку зачастую слышно просто ушами. Итак, смотрите на показания аппарата, слушаете, что происходит на вдохе и начинаете медленно сдувать манжету. В какой-то момент появится утечка. Вы ее услышите, либо увидите на экране ИВЛ, либо и то, и другое. Немного накачивайте манжету, пока утечка снова не пропадет. Готово. Точностью тут и не пахнет, но это лучше, чем ничего. И третий вариант, наименее точный. Просто на ощупь проверяйте контрольный баллон. Как узнать, каким он должен быть? Ну, попробуйте накачать манжету тонометра до 15 мм ртутного столба, а это чуть больше требуемых 20 см вводного столба. Теперь попробуйте, какая она на ощупь. Мягкая. Вот и контрольный баллон должен быть таким же мягким. Но это только крайне неточные ориентировочные ощущения. Если контрольный баллон на ощупь не такой, а больше похож на воздушный шарик, воспользуйтесь одним из предыдущих способов для регулирования давления в манжете. К чему приводит пофигизм в этом вопросе? А вот к чему. Как я и говорил, рубцовые стенозы трахеи, трахеопищеводные свищи, некроз хрящей трахеи. Всего этого можно избежать одним простым действием. Надо просто отрегулировать давление в манжете. Это поможет огромному количеству пациентов избежать проблем в будущем. Но не только манжеты могут вызывать повреждение дыхательных путей. Сама эндотрахеальная трубка, являясь инородным предметом, при определенных условиях тоже будет причиной проблем. И один из важных параметров – это диаметр трубки. В последнее время я часто сталкиваюсь с тем, что коллеги пытаются запихать в пациента трубку максимального диаметра. Есть девятка – запихивают ее. Была бы десятка – интубировали бы десяткой. И возникает закономерный вопрос – зачем? Ну вот реально, чего вы хотите этим добиться? Взрослому мужчине обычно достаточно трубки 8,0, женщине 7,5. Такие диаметры позволяют не только проводить адекватную ИВЛ без значимого сопротивления на вдохе, но и не приводят к повреждению структур гортани и трахеи. Во-первых, самое узкое место, через которое проходит трубка, это голосовая щель. Девятка в большинстве случаев влезает туда туго. То есть можно в процессе интубации повредить голосовые связки, черепаловидные хрящи, ну и вообще. Во-вторых, даже после успешной интубации ситуация не очень. Чем трубка толще, тем она более жесткая. Это приводит к тому, что она неохотно меняет свою форму и неохотно принимает изгибы дыхательных путей пациента. Соответственно, она постоянно давит на заднюю стенку трахеи и заднюю часть голосовой щели. Это тоже вызывает локальную ишемию и пролежни. Если пациенту не повезло, то его ждет нарушение или невозможность глотания, изменение голоса вплоть до полной афонии и всякие другие прелести, перечисленные ранее. Да, я не говорю, что трубка 8 или 7 не вызовет тех же проблем. Несомненно, вызовет.
однако с меньшей вероятностью или позже, что даст пациенту чуть больше шансов на нормальное восстановление и нормальную последующую жизнь. Я знаю только две ситуации, когда пациенту нужна трубка 9.0. Первая – это бронхоскопия в любом варианте. И то, бронхоскоп, хоть и со скрипом, влезает в трубку 8.0. Надо понимать, что бронхоскопией мы на скорой помощи не занимаемся. Если в больнице реаниматолог решит, что пациенту необходима бронхоскопия, а вы внезапно интубировали трубкой 8.0, то это проблема реаниматолога, а не ваша. Захочет, возьмет ларингоскоп и выполнит реинтубацию под бронхоскопию. Захочет, оставит на месте вашу восьмерку и предложит скописту залезать через нее. Может быть, только в случае ожога верхних дыхательных путей стоит подумать за того парня, так как слизистая очень быстро отечет и реинтубация может быть неуспешной. Вторая ситуация – тяжелый астматический статус. И то, там рекомендованы трубки от восьмерки до девятки, а не исключительно девятка. Нужно это, чтобы свести к минимуму сопротивление на вдохе, ведь пациент уже сопротивляется своими легкими на все деньги, а тут еще и трубка добавляет. К чему приводит несоблюдение этих простых принципов? Опять смотрим на картинки. Повреждение голосовой щели, повреждение слизистой трахеи, повреждение структур гортани. И опять же, этого можно избежать. Ну, хотя бы частично. Пару слов стоит сказать про детей. У них ситуация еще хуже. Во-первых, детей первого года жизни вообще интубируют трубками без манжеток, если нет жесткой необходимости. Это связано с тем, что слизистые у них еще тоньше, капиллярное давление меньше и повреждается слизистая быстрее. Что касается диаметров. У детей диаметр трубки всегда расчетный. Считается для трубок без манжеты со второго года жизни, как возраст в годах, деленный на 4 плюс 4. С манжетой возраст в годах, деленный на 4 плюс 3. Например, ребенку 8 лет. Считаем трубку без манжеты. 8 разделить на 4 плюс 4 – это 6. То есть трубку без манжеты возьмем шестерку. Соответственно, с манжетой 8 на 4 плюс 3 – это 5. Трубку с манжетой возьмем размером 5. И, пожалуйста, когда готовитесь к интубации, приготовьте не только трубку расчетного размера, а еще на 0,5 на единицу меньше. Расчетные размеры – это хорошо. Вот только при ларингоскопии фактически размер отверстия может не совпасть с расчетным. Тут как раз пригодится меньшая трубка, которая уже под рукой, и ее не надо судорожно искать в шкафах и укладках. Теперь, как и обещал, пару слов про золотую стандартность интубации трахеи в деле обеспечения проходимости и защиты дыхательных путей. Раздувая манжету после интубации, мы как бы отделяем трахею и все, что ниже, от глотки, гортани, пищевода, желудка с его содержимым. Мы рассчитываем, что не только дыхательная смесь не улетит мимо дыхательных путей, а еще и ничего, кроме дыхательной смеси, в легкие не попадет. Ведь мы раздули манжету, мы красавчики. Или все-таки попадет? Как показали несколько исследований инвитро, при раздувании манжеты большого объема и низкого давления вдоль стенок образуются складки этой самой манжеты. И как раз вдоль этих складок жидкость может протекать в сторону легких. Понятно, что не литры. Но для развития пневмонии не надо много слюны с флорой из ротоглотки, достаточно несколько миллилитров. Кроме того, в одном из исследований сравнивали не только манжеты трубок разных производителей, но и манжеты трубок разного размера одного производителя. Оказалось, что чем больше размер трубки, тем больше протекает манжета. Это опять про то, что не надо запихивать всем девятки просто так. Кто хочет почитать эти исследования самостоятельно, может смело переходить на сайт Boosty. Там мы выкладываем не только тексты статей по теме видео, а еще учебники, иногда, аудиоверсии наших роликов, чтобы можно было просто послушать, а не смотреть. Изредка проводим конкурсы среди подписчиков, ну и вообще. А можно просто оставить там донат. Ссылка на Boosty есть в описании под каждым роликом. На сегодня это все. Хорошего вам дня. Приехали.